Здравствуйте! Этот выпуск будет посвящен интересной рок-группе, которая, как и в моем предыдущем выпуске, относится к так называемым группам одного альбома. Это когда группа выпускает свой дебютный альбом и прекращает свое существование. Хотя альбом получается хорошим и продолжает вызывать интерес даже по прошествию десятков лет. Таких групп в музыкальном мире много, но я не думаю, что они заслуживают на забвение. И поэтому сегодня я с радостью расскажу вам об одной из них – рок-группе Indian Summer. Но давайте разберемся сначала, а что обозначает словосочетание Indian Summer. Прямой перевод напрашивается сам собой – индейское лето. Но это словосочетание по смыслу означает знакомое нам всем выражение «бабье лето». В англоговорящем мире, когда хотят сказать «бабье лето», используют словосочетание Indian Summer. В конце XIX века лексикограф Альберт Мэтьюс провел исчерпывающий поиск в ранней американской литературе, пытаясь выяснить, кто же придумал это выражение для отражения смысла «бабье лето». Самое раннее упоминание, которое он нашел, датируется 1851 годом. Более поздние исследования показали, что самое раннее известное упоминание «бабьего лета» в его нынешнем смысле встречается в эссе, написанном в Соединенных Штатах около 1778 года Гектором Сент-Джоном де Кривкером. Его эссе описывается характер осени и подразумевается общее смысловое использование данного выражения. Фото, которые вы только что видели на своих экранах, были сделаны лично мною неподалеку от моего дома в моем любимом городе Киеве, который уже третий год бомбят российские оккупанты. Это довоенные фото. Когда я делал этот выпуск, я был очень удивлен, как часто словосочетание Indian Summer, бабье лето, используется в музыкальном мире. И не только в нем, но и в других видах творчества. К примеру, такое название имели сразу несколько известных исполнителей. Назову только некоторых из них. Indian Summer – пауэр-поп-рок-группа из Спрингфилда, штат Миссури, США, образована в 1974 году. Indian Summer – это электронный музыкальный проект австралийского продюсера, диджея, автора песен и радиоведущего Гейба Глисона. Indian Summer – американская эмо-группа из Окленда, штат Калифорния, США. А сколько альбомов с таким названием было выпущено разными знаменитыми исполнителями в разные десятилетия? Вот несколько примеров. Indian Summer – 10-й студийный альбом американской кантри-рок-группы Poco, выпущенный в 1977 году. Кстати, хорошая группа. В моей коллекции есть 5 их альбомов, в том числе и их альбом Indian Summer. Indian Summer – альбом американского квинтета Carbon Leaf из Ричмонда, Вирджиния, США. Live Indian Summer – первый концертный альбом всем известного Элла Стюарта, выпущенный в 1981 году. Indian Summer – пятый сольный альбом немецкого гитариста, мультиинструменталиста, автора песен и музыкального продюсера Фридемана. Это его дебют в Северной Америке, выпущенный в 1987 году. Кстати, я купил пару его альбомов, хотя альбома Indian Summer среди них нет. Но и те, которые я купил, довольно хороши. У него есть интересные работы, и мне нравится качество студийной аудиозаписи на его альбомах. Некоторые любители музыки даже используют его альбомы для демонстрации возможностей своей домашней хай-энд аппаратуры. Indian Summer – это третий студийный альбом английского поп-дуэта Go West, выпущенный в 1992 году. Indian Summer – это альбом Джо Дассена, выпущенный в 1974 году в Германии. Он имел почти то же самое название, но только на французском языке, с добавлением слова «Африка». Конечно, у меня в коллекции есть несколько альбомов Джо Дассена, я люблю французский шансон. Как видите, название Indian Summer очень популярно среди музыкальных исполнителей. И это еще без учета названия фильмов, книг и песен от различных авторов. Но сегодня я вам расскажу о британской рок-группе Indian Summer и их единственном одноименном альбоме. Квартет Indian Summer был сформирован в Ковентри, Великобритания, в 1969 году. Участниками группы были Малькольм Харкер,
играл на бас-гитаре, Пол Хупер на барабанах, Колин Уильямс на гитаре и Боб Джексон на клавишных и вокале. Менеджером группы Indian Summer был сам Джим Симпсон. Нет, не тот Симпсон, который из мультика, а тот самый, который в то же время был менеджером Black Sabbath. Джим Симпсон впоследствии вспоминал, что Indian Summer – это второй из коллективов дебютантов после Black Sabbath, впечатливший видавшего виды менеджера не менее сильно. Они были также хороши, чертовски хороши, говорил Симпсон. Альбом Indian Summer был выпущен 2,5 года спустя, в 1971 году, на лейбле Neon Records. Это дочерняя компания известного лейбла RCA. Лейбл Neon Records впоследствии обвиняли в непрофессиональной работе по раскрутке и рекламе альбома Indian Summer. Музыкальный материал для альбома был результатом совместного труда всех членов группы Indian Summer. Альбом состоит из довольно длинных номеров с большим количеством инструментального взаимодействия. Довольно типичный стиль для того времени. Прогрессивный рок был движением, пытающимся раздвинуть границы музыкальной формы и идей, иногда хороших, иногда плохих, но всегда интересных, вспоминал Боб Джексон. А Пол Хупер рассказывал: жаль, что мы не были столь успешны, какими очевидно могли бы быть, когда был выпущен оригинальный лонгплей, поскольку, слушая эти треки, я вспоминаю, что у нас были навыки и талант как у группы, чтобы удержаться на поле прог-рока. В моей коллекции данный альбом представлен переизданием 2002 года, выпущенным лейблом Ekarma, Италия. Альбом в очень хорошем исполнении. Здесь толстый, плотный, тяжелый картон, который больше напоминает дерево. И альбом довольно-таки хорошо записан. У меня нет хай-энд аппаратуры, и на моей, по крайней мере, аппаратуре простой Hi-Fi данный альбом звучит замечательно. И сам альбом выпущен на 180-граммовом виниле. Мне так понравился этот альбом, что я решил его продублировать, записав на катушку магнитофона. Но, к сожалению, без сюрпризов у меня с этим альбомом не обошлось. Когда я только открыл альбом, распечатал его, я начал его фотографировать. Я всегда это делаю с новыми поступлениями в мою коллекцию. И когда я дошел до фотографирования яблока пластинки, я уронил свой iPhone прямо на пластинку. В результате образовалась полоса повреждения поверхности, из-за чего возник 21 щелчок от конца первой песни, первой стороны, до начала второй песни. Щелчки небольшой громкости, но тем не менее они присутствуют. Но вся остальная поверхность винила осталась, к счастью, целой, и альбом слушается как стандартный нейроминт. Работа над дебютным альбомом Indian Summer проходила в знаменитой лондонской Trident Studios под руководством Роджера Бейна, который в свое время продюсировал первую одноименную пластинку группы Black Sabbath. Альбом Indian Summer содержит 8 треков, каждый из которых звучит более 5 минут. Песни исполнены в прото-артовом ключе с некоторым влиянием блюз-рока. Бравурные аккорды Хаммонда – это цементирующая основа практически всех композиций пластинки, с небольшим добавлением мелатрона. Полифонический саунд группы строился на сочетании клавишных с акустическими переборами, мелодичными проходами соло-гитары, свингующей ритм-секцией и прекрасным использованием многоголосия. Характерный тембр вокалиста и органиста Боба Джексона демонстрирует его неравнодушие к блюз-року, хотя на высоких нотах манера певца начинала напоминать Дэвида Байрона из Юрахип. Прекрасное взаимодействие клавишных, парящие партии гитары, отличные соло и хорошие вокальные партии. И ни на одном из треков альбома ударнику расслабляться не пришлось. Напряженная работа барабанов постоянно. Первая песня на альбоме, трек God is the Dog, это очевидно протест группы против религии. И несмотря на это одна из лучших песен на альбоме. Сугубо английская парадоксальность текстов песни отнюдь не мешала участникам квартета моментально переходить от заводных драйвовых фрагментов к драматическим моментам большого штиля. Нужно отметить одну деталь, что невзирая на интенсивную энергетическую подачу инструментальной части, песенные структуры Indian Summer в массе своей склонны к минорной направленности. Вторая песня альбома, трек Emotions of Man, звучит хорошо, в классическом стиле 60-х.
В основе орган, ударный и вокал и неплохое продолжительное гитарное соло. Трек Glimpse, первая половина которого протекает в исключительно скоростном режиме без снижения темпа. Но как только достигается пиковая фаза, появляются ностальгические мелодрамные части. Песня наполняется душевным вокалом с оттенком грусти. Каждый из инструментов демонстрирует свое приятное соло. Хороша совокупная работа ударных, органа, хорового вокала плюс эффективное гитарное соло. Обратный ход от меланхолии к штормовому натиску мы слышим в выразительном треке How Changed Again, где Джексон демонстрирует свою великолепную органную технику. Орган звучит весьма приятно. Отличная работа ударных, а вокал – просто классика жанра. Трек Black Sunshine открывает вторую сторону альбома. Высокий вокал, размашистые барабаны, струящиеся органные соло, притягивающие рифы. Хороший трек. Трек From the Theme to the Same Name – это инструментальная композиция, демонстрирующая изысканную игру группы. Слияние поп-классического арта с элементами фьюжн, взаимодействие музыкантов на высоте, соло-партии различных инструментов органично переходят от одного к другому. Отличный интересный трек, который достоин того, чтобы находиться среди лучших вещей прото-прога 70-х. Пространная атмосферная баллада Secrets Reflected – это сентиментальная вещь, заставляющая поразмышлять о превратностях жизненного пути. Здесь особо прекрасен вокал Боба Джексона. Песня просто классический пример жанра из начала 70-х. Очень приятный трек, чувствуется дыхание ушедшего века. Финальная песня Another Tree Will Grow – это гармоничный сплав разных ритмических настроений, демонстрирующий высокий творческий потенциал группы. Another Tree Will Grow показывает прекрасную работу каждого инструмента без исключения и проникновенный, цепляющий вокал. Этот трек подводит суммирующий логический итог прозвучавшей в альбоме музыки. Каждый из треков альбома довольно сильный и наполнен хорошим взаимодействием. Поклонники acid прога начала 70-х также оценят этот альбом, ведь он наполнен множеством драйвовых ритмов и психических музыкальных отрывков с акцентом на клавишные гитары. А иногда альбом Indian Summer напоминает более тяжелую версию работ группы Caravan. Любая отдельная композиция альбома настолько хороша, насколько это возможно для хэви-прогроковой группы. Хотя некоторые музыкальные критики делают ряд замечаний к альбому, обвиняя группу в слишком большом количестве соло-пассажей, которые, как они утверждают, не имеют надлежащего развития и никуда не ведут, и что их количество явно нужно было уменьшить, и это бы пошло бы альбому на пользу. На мой личный взгляд, на альбоме достойный музыкальный материал, отражающий дух своего времени. Вокал Боба Джексона, безусловно, звучит уникально, со страстной демонстрацией широкого диапазона стилей пения и своеобразным изложением текстов песен. Есть ощущение, что возможный потенциал музыкантов гораздо выше исполняемого песенного материала. Оформлением обложки альбома занимался всемирно известный английский фотограф и художник Кит Лайонел Макмиллан. На обложках альбомов групп он упоминается под псевдонимом Киф. Как фотограф он работал с целым рядом известных исполнителей. К примеру, он делал фото Тома Джонса, Кита Ричардса, Роя Орбисона, Мика Джаггера, Джона Леннона, Йоко Оно, Генри Мура и других. На ранней стадии своей творческой карьеры Кит был еще и весьма талантливым балетным танцором. Он выступал в разных балетах, на сценах знаменитых театров разных стран. Кит работал над созданием многих обложек знаменитейших альбомов 60-х и 70-х годов. Большую часть своей карьеры дизайнера он посвятил работе на прогрессивном лейбле Vertigo. Он много экспериментировал с инфракрасной пленкой, исследуя методы ложных цветов. Он оформлял обложки альбомов таких всемирно известных исполнителей, как Black Sabbath, Coliseum, Cressida, Manfred Mann, Род Стюарт, Дэвид Боуи и многих других. В конце 70-х Киф перестал делать обложки альбомов и занялся пленкой. Он снял несколько музыкальных клипов для таких исполнителей, как Пол Маккартни, группа Блонди, группа The Who, Кейт Буш и других. Кит скончался в 2012 году в возрасте 77 лет. Группа Indian Summer распалась в 1972 году. Бас-гитарист Малкольм Харкер ушел из группы вскоре после выпуска альбома, чтобы сосредоточиться на инженерном бизнесе своей семьи, и теперь живет в США. Джексон работал со знаменитой и моей любимой группой Badfinger. Затем Боб Джексон и Пол Хупер продолжили вместе играть в группе The Dodgers.
и почти 20 лет в группе The Fortunes. В начале 1983 года Пол Хупер был приглашен присоединиться к группе The Fortunes для игры на ударных. В начале 2010 года Пол Хупер решил покинуть The Fortunes, чтобы сосредоточиться на своем видео-кино-фотобизнесе на севере Англии. В сентябре 2019 года Боб Джексон почувствовал себя очень плохо и вынужден был лечь в больницу на лечение, которое с перерывами продолжалось 6 месяцев. В конце лечения Боб решил, что предстоящая рабочая нагрузка в группе The Fortunes будет уже для него слишком большой, и решил уйти из группы, чтобы сосредоточиться на своей семье и выздоровлении. Пол Хупер как-то заметил: «Приятно знать, что Indian Summer теперь рассматривается многими поклонниками как прекрасный образец жанра. Оригинальный лонгплей теперь является предметом коллекционирования. Оригинал альбома сегодня на дискоксе стоит примерно от 150 до 350 евро». Рекомендую этот альбом любителям прог-рок музыки 70-х, а также тем, кто хотел бы более внимательно изучить прог-рок сцену тех лет, находя для себя позабытых, но талантливых музыкальных исполнителей золотых времен развития рок-музыки. В наши дни музыкальные критики считают альбом Indian Summer одним из самых недооцененных в прог-рок музыке. Когда я слушаю этот альбом, накрывает такая ностальгия, и в памяти сразу всплывают какие-то эпизоды, картинки из собственной жизни тех лет. В 2016 году ежемесячный музыкальный журнал Record Collector обнаружил несколько неизданных ранее песен группы Indian Summer вместе с альтернативной версией песни God is the Dog. К этим студийным записям добавили концертную запись, состоящую из треков одноименного альбома, и выпустили альбом на двойном виниле, ограниченным тиражом 500 экземпляров. Дело в том, что журнал Record Collector в 2011 году открыл свой собственный звукозаписывающий лейбл под тем же названием. На лейбле недолго думали, как назвать новый выпуск песен от Indian Summer, и назвали его, как и дебютный альбом группы, Indian Summer. Как сказал Боб Джексон об этом выпуске, этот релиз концертных и демо-треков относится к тому времени, когда мир, казалось, превращался из черно-белого в цветной. А бывший бас-гитарист Малкольм Харкер по поводу этого выпуска пошутил: «Трудный второй альбом выходит через 45 лет. Прошло 45 лет с тех пор, как Indian Summer были все вместе. Я надеюсь, что мы сможем как-то воссоединиться». Гитарист Колин Уильямс заявлял, что готов к этому, говоря: «Я думаю, я могу сказать от имени всех нас, что мы рады снова общаться после всех этих лет и должны поблагодарить нашу счастливую звезду за то, что мы все еще в форме и способны наслаждаться моментом. Кто знает, мы определенно надеемся, что сможем воссоединиться в каком-то роде, даже если это будет просто долгая беседа за парой кружек пива, обмен воспоминаниями и рассуждениями о том, что могло бы быть». На этом я заканчиваю свой рассказ о рок-группе Indian Summer и их альбоме. Приятного прослушивания музыки и мира нам всем. До свидания.